Всем привет! Не так давно мы разобрали охоту. Нам удалось добыть немало дичи, а значит у нас есть достаточно большой запас шкур. В прошлом видео мы поставили портной верстак, и теперь перед нами открылись большие возможности работы с ранее невостребованными шкурами. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Для работы с кожей нам сейчас понадобится учебник обработки кожи и пошива брони. Для начала мы должны высушить шкуры. Для этого нужно сделать сушильную рамку из 6 прочных палок и 2 веревок. Сушим шкуру и получаем обработанную. На сушильной рамке, помимо шкур, можно также сушить стебли джута, после чего сделать из них волокно, а из полученного волокна с помощью ткацкого станка сделать мешковину. Кстати, весь процесс обработки кожи прокачивает навык шитья, что очень полезно. Для дальнейшей работы нам понадобится портной верстак. Нарезаем обработанные шкуры. У нас получается сухой мех. Далее у нас есть два варианта. Мы можем нарезать ремешки из шкуры, из которых в дальнейшем сможем делать тонкую веревку. Данный вариант годится лишь в случае, когда вам уже некуда девать мех. И второй вариант, по которому мы сейчас и будем двигаться, это дальнейшая обработка с целью изготовления кожи. Для этого нам понадобится деревянное ведро с известковым раствором. Берем ведро, воду и известняк. Напомню, что он рандомно добывается в каменном карьере или шахте. Вместо известняка можно использовать порошок из ракушек. Одного ведра извести хватает на обработку 5 кусков меха. В итоге получаем дубленый мех. И тут у нас снова развилка. Из дубленого меха мы можем сделать кожу или тонкую кожу. Нам сейчас нужна обычная. Для этого необходимо деревянное ведро с танином, для которого нам понадобится деревянное ведро, вода и либо желудь, либо кора, либо кал собаки. Как они добываются, я рассказывал в видео по собирательству. Ведра танина также хватает на 5 обработок. Итак, мы сделали обычную кожу. Именно она нам и нужна для продвижения далее, а именно для постройки доменной печи, к которой мы постепенно и движемся. Помимо этого, из обычной кожи можно сшить кожаные штаны, рабочие рукавицы, кожаные перчатки, резать кожу на полоски для заплаток, шляпу пчеловода и еще некоторые мелочи. Тонкой дубленой кожей мы займемся отдельно, так как это тема, требующая наличия других верстаков. А сейчас давайте сделаем себе парочку шмоток и посмотрим, что они из себя представляют. Для того, чтобы сшить кожаные штаны, нужны 9 кожи, 6 единиц ниток, портной верстак и 3-й уровень шитья. А теперь давайте сделаем себе жакет из коровьего меха. Для него понадобится портной верстак, 4 костяных пуговицы, 6 тонких веревок, обработанная шкура коровы или буйвола и 3-й уровень шитья. Нам нужно сделать пуговицы. Для этого нам нужно ручное долото и кость. А также не забудьте прочитать учебник обработки кости, если вы этого еще не сделали. Итак, долото у меня лежит в столярном верстаке. Пуговицы готовы, теперь нужна шкура. Я уже забил свою корову, и у меня есть необработанная шкура. Сушим ее. И делаем жакет. Давайте примеряем, что сшили, и посмотрим на их характеристики. Штаны. Защита от укуса 50, от царапин 100. Множитель скорость бега 0,9. Жакет. Защита от укуса 30, от царапин 50. Множитель скорости бега 0,94, скорости боя 0,97. Так вот мы приоделись. На этом у меня на сегодня все. Всем пока.